Вы знаете, Фрейд умер, не найдя ответа на один вопрос. Чего хотят женщины? Это так здорово и удивительно. Вы единственный мужчина, способный найти ответ. Привет, друзья! Меня зовут Олег, и вы на канале Киногост. «Чего хотят женщины» 2000 года «What Women Want» – романтическая комедия с элементами фантастики от режиссера Нэнси Майерс, с Мелом Гибсоном и Хелен Хант в главных ролях. Нэнси Майерс сняла такие комедии, как «Рядовой Бенджамин» 1980 года и «Ловушка для родителей» 1998 года. «Чего хотят женщины» – очень увлекательный, захватывающий фильм, рассказывающий о том, как мужчины могут для себя представлять роль женщины. Мел Гибсон и Хелен Хант легко и непринужденно показывают нам все точки соприкосновения мужчин и женщин, и где у них могут возникнуть разногласия. «Чего хотят женщины» стал кассовым хитом 2000 года, собрав в мировом прокате $374 миллиона при бюджете в 70 миллионов. Милый, ты сразу сбросил пару килограммов. Так, где мой бюстгальтер? О, так, как его надевать? Привет. Что ты делаешь? Эксперимент. Фильм «Чего хотят женщины», актеры и роли. Мел Гибсон, Ник Маршалл, Ловелас, успешный сотрудник крупного рекламного агентства. Хелен Хант, Дарси Магуайр, креативный директор, начальник Ника. Алан Алда, Дэн Онамейкер, директор агентства. Лорен Холли, Джиджи, бывшая жена Ника. Эшли Джонсон, Алекс Маршалл, дочь Ника. Марк Фуэрстин, Морган Фаррелл, коллега и друг Ника. Мариса Томей, Лола, официантка. Бет Мидлер, доктор Перкинс, психотерапевт. Дельта Бёрк, Иви, помощница Ника. Валери Перрин, Марго, помощница Ника. Джуди Грир, Эрин, сотрудница, разносящая папки. Эрик Бальфур, Кэмерон, бойфренд Алекс Маршалл. Логар Лерман, юный Ник Маршалл. Отлично, то, что надо. Отлично. Ну-ка, сейчас посмотрим. Да, я выгляжу старше. Здорово. Грудь маловато. Ничего, куплю увеличивающий бюстик. Неужели это платье я надену, чтобы лишиться девственности? То есть я хотела сказать В мелодраме «Чего хотят женщины» Мел Гибсон действительно делал эпиляцию ног в сцене в ванной. Как утверждал потом актер, ему пришлось изображать муки, потому что на самом деле ему было совсем не больно. В фильме «Чего хотят женщины» снялись лауреаты премии «Оскар» Мел Гибсон, Хелен Хант, Мариса Томей и Бет Мидлер, которая была выдвинута на эту премию 2 раза. В сцене презентации проекта в роли заказчиков выступили не актрисы, а реальные представители Nike. Агентство, в котором работают Ник и Дарси, списано с крупнейших американских агентств Лео Буранд и Бэйби Дио. В кабинете Дарси за ее столом стоит фотография с изображением Киры Найтли. Знаете, почему мужчины любят заниматься сексом на фоне зеркал? нет. Предметы, отражаясь в зеркале, кажутся больше. За роль Ника Маршалла Мел Гибсон был выдвинут на «Золотой глобус» номинации «Лучший комедийный актер». «Чего хотят женщины» для Мела Гибсона – первая романтическая комедия в его карьере, и актер признавался, что это намного труднее, чем играть в каком-нибудь боевике. Финальная сцена фильма «Чего хотят женщины», в которой Ник приходит домой к Дарси, практически в точности повторяет аналогичный эпизод из «Лучше не бывает» 1997 года, в котором главную женскую роль также играла Хелен Хант. Хелен Хант за «Чего хотят женщины» получила премию «Блокбастер» как лучшая актриса в жанре ромкома. На эту премию претендовали также Мел Гибсон как лучший комедийный актер, Марк Ферштейн и Мариса Томей как лучший исполнитель второстепенных ролей в комедии. В эпизодической роли Дины, помощницы Ника, в фильме «Чего хотят женщины» снялась Лиза Эдлинштейн, звезда сериала «Доктор Хаус» 2004-2012 года. Ты должен мне сказать, потому что та наша ночь, она вернула меня к жизни. Голубой или не голубой? Скажи, что ты голубой, и я не буду сходить с ума. У меня есть на примете другой парень, только скажи, это Ник. Хорошо. Голубой. Насколько? Голубей не бывает. Ты еще встретишь мужчину своей мечты. О, поскорее бы. Фильм «Чего хотят женщины» – сюжет. Сексапильный Ник Маршалл, Мел Гибсон, успешный сотрудник крупного рекламного агентства, постоянно меняющий женщин. Ник рассчитывает на повышение по должности, однако, к его большому удивлению, место креативного директора достается женщине, нанятой со стороны Дарси Магуайр, Хелен Хант. Выбор директора агентства Дэна, Алан Алда, объясняется тем, что компании нужно выйти на рынок товаров для женщин. Заняв директорский пост, Дарси первым делом дает сотрудникам задание изучить женские товары и создать для них рекламу. Однако во время эксперимента Ник падает в ванну с включенным феном и получает удар током. На следующее утро он с ужасом понимает, что начал слышать мысли женщин, находящихся с ним рядом.
Обрушившийся на него поток сознания чуть не сводит его с ума. Ник срочно отправляется на прием к психотерапевту Бет Мидлер. Она не в силах лишить его способности, зато подсказывает интересную идею. Талант читать чужие мысли можно использовать. А сейчас вы ни о чем не думаете? Я все время думаю. Правда? Обычно я слышу, и я могу... Но, а вот сейчас вы о чем-то думаете? Мистер Маршалл, у вас с головой еще хуже, чем у меня. Ник вскоре понимает, что может манипулировать женщинами. Агентство должно разработать рекламную кампанию для Nike. И если выдать идеи Дарси за свои, то Ник удастся скомпрометировать ее в глазах Дэна и получить место креативного директора. Ник выстраивает целую стратегию, чтобы добиться своего, но в конце концов понимает, что его чувства к Дарси не ограничиваются желанием отомстить. А ведь помимо проблем с Дарси, у Ника есть трудности в общении с 15-летней дочерью Алекс, Эшли Джонсон. Бывшая жена Джиджи, Лорен Холли, оставляет их наедине на 2 недели, как раз перед выпускным вечером. Слушая мысли Алекс, Ник осознает, как мало он знает о дочери, вступающей во взрослую жизнь. Но Ник неожиданно отказывается от должности, о которой мечтал. Ник, способный читать мысли Дарси, по-настоящему влюбился в нее. Но это не все. Дарси тоже полюбила Ника. И когда он в порыве откровения признается ей в том, что может читать ее мысли и мысли других женщин, она немедленно увольняет Ника, но расстаться с ним уже не может. Любящие сердца соединились. Я с ним заигрываю, что со мной? О, боже, я посмотрела на его пенис, надеюсь, он не заметил. Черт, еще раз прекрати. Все хорошо? Все в порядке, в глаз что-то попало. Так мы, значит, завтра. Замечательно, хорошо. Спасибо за все. Вам спасибо. Как ваш глаз? Все хорошо. Легкая, неутомительная, выдержанная на протяжении 2 часов на одной ноте, незатянутая мелодрама «Чего хотят женщины». Весьма динамичная, но с большим акцентом на эмоции и большой долей юмора, что не даст вам заскучать. Данный фильм рекомендую посмотреть совершенно всем, а особенно мужчинам. Женщины останутся довольны просмотром, а мужчины смогут кое о чем подумать. Фильм «Чего хотят женщины» оставляет легкое, приятное, романтическое ощущение после просмотра. Режиссура Нэнси Майер способствует просмотру, ведь она, как никто другой, умеет снимать прекрасные мелодрамы. И ей можно доверять в решении вопроса «Чего хотят женщины?». И, Алекс, пожалуйста, выбери время, мы сходим в магазин купить платье тебе на выпускной. Как это мило. Вот бы мой папа так сделал. Я его обожаю. Сначала ты вышвыриваешь Кэмерона, а теперь хочешь купить мне платье на выпускной? Ну, я был неправ. И очень хочу исправиться. Сходи в магазин. Ведь платье это самое главное. Говорят, платье это полдела. Обворожительно выглядит Хелен Хан в «Чего хотят женщины». Здорово и, главное, естественно, вошедшая в роль жестокой бизнесвумен, но не растерявшей способности любить. И, как всегда, чертовски обаятельный, никогда не стареющий Мел Гибсон, не влюбиться в которого у вас просто не получится. Чего стоит только танец со шляпой под Фрэнка Синатру. А Мел Гибсон в рваных колготках и после эпиляции, которого заставит дочь вместе с ее банфрендом, выглядит зрелищно и весьма комично, хотя и не лишен драматизма даже в этот момент. Ведь он единственный мужчина на Земле, способный ответить на вопрос, над которым бились все философы и мыслители мира, но так и не нашли ответа. Чего хотят женщины? Таких, как вы, больше нет. Если мы поцелуемся, это все испортит. Послушайте. Вы одна из самых прекрасных женщин на свете.